Сейчас 7 утра, и я еду с края вселенной за самый край вселенной. Welcome! Вот это все хорошо. Дальше будет веселей. Полностью новая дорога. Вот это. Еще горячая. Да, она еще горячая. Скажи что-нибудь вообще, вот как давно ты ездила в деревню? Так далеко. Вот я тебя везу в деревню, ты рада? 6 лет назад. Раньше ты там когда-то жила, ходила на танцы, было весело. А теперь там ни хрена не осталось. А теперь И не грустно? А теперь старые. Любишь вот деревня больше, да, российские? Или любишь города? Нет, только деревни. Я у деревни и жить хотела бы, да вот меня завезли в город, так и прожила. Ну, вот наш город это тоже деревня. Ты хочешь свой сад, огород? Так давай, я тебе свиней куплю. У 80 годов сад и огород, и свиньи. Что ты хотела бы сказать молодому поколению? Любить деревню, любить свою родину. И чтобы она процветала, и чтобы у нее все было хорошо. А теперь скажи что-нибудь на английском. I love my Russia. А теперь на немецком. Ich liebe meine Heimat. А теперь поругайся на немецком и палкой так постучи. Verdammt nochmal. Вот так вот. Потому что моя баба учительница немецкого и английского. Охренеть. Попадешь в блог, теперь будет кино Ну про что тебя. ты вот. Ну что, это с твоего разрешения. Пусть молодое поколение знает, что как. Тут вообще кто-нибудь есть живой? Нет, это не замок, это почта. То есть вот такой магазин. Вот это Гипермаркет. тоже. Ну это закрыто. Здоровенная куча золотого навоза. Когда-то тут вообще был сад, и было все ровно. Я был малой и пролазил здесь везде. Сейчас приходится пригибаться. Тут где-то... Вон он. Я даже открыть не могу. Это мопед, на котором... я летал на танцы. Когда я на нем даже девок возил. На нем, помню, ребята втроем катались, и на нем я первый раз ломанулся. Мы ехали с другом, я упал, рассек ногу в бак об этот. И охренеть, он до сих пор ездит, наверное, еще можно его завести будет. 50 кубов, а сколько счастья было. Это дно мажут шоколадной пастой. Тут вообще одна дорога на самом деле, вон она. И по ней раньше хоть кто-то ходил, и ну, такая движуха была, что просто ты идешь по дороге, всегда слышно, что кто-то там на коне едет, да, там или девчонки идут какие-то. А сейчас, да даже одевались по-другому. Сейчас вот я иду просто полностью в грязном шмотках. Вот посмотрите, я просто только что вот колол дрова, и мне по барабану вообще. Дальше, раньше хоть что-то кто-то одевал, когда вот нужно было выйти на эту дорогу. Вот это вот, наверное, одно из самых красивых мест здесь вот рядом. Тут вот дружище редко приезжает, Димка Слепнев. Привет тебе, Димка, кстати, если ты это смотришь. И мы сидели здесь постоянно после танцев, там под утро, на диване. Здесь стоял диван, напомню, одно время. Мы полили костер. Такая прикольная яркая поляна здесь. Это огромное дерево. И вот здесь мы сидели просто до утра. Да, ну тут дорожка еще какая-то есть. Я помню, здесь на «Жигулях» к подруге, получается, он туда и гонял. И... Блин, просто разгонялся здесь и знал тут каждую кочку. Тут вот раньше был детский садик очень большой, и я помню, еще гонял на велике. И мопеда тогда еще не было, гонял на велике. У меня друзья там потом где-то в середине деревни были, а я ехал всегда вот здесь по этой дорожке, и здесь просто куча была народу, куча малых. За кустами, когда кирпичи, сало топили. Мужик делал кирпичи сам? Да. И мыло делал? Сначала мыло Не, варили. мыло это еще война шла. Да, уже варили. Они уже мертвы, Макс. Так, короче, я и говорю. Ну, если ты тогда меня любишь, то да, нафига все это? Машины, тачки. Вся эта хрень с деньгами. Она, ну а что?
Она просто промолчала. Вот что ты думаешь? Да. Вот это вот сейчас примерно, забыл, 9 часов, 9:30. И вот такой вот вид. И здесь я года 2 назад, вот именно на этом месте, я видел медведей. Ну, 2 медвежат и медведиц. Это очень дикие места. Здесь очень красиво. Самый прикол в том, что в этих местах, после того, как здесь все уже поумирали, когда здесь все уже закончилось, весь этот движ, и остались только, 1000 человек, да, осталось, например, 10 там жителей, 5, то здесь появился интернет, здесь где-то поставили вышку, хотя это низина, это перекресток областей, то есть, здесь очень мало людей рядом, но здесь поставили вышку, здесь есть вышка, и здесь есть интернет, МТС, Россия, да, он есть, но пользоваться этим интернетом, там пару десятков человек на, может быть, радиус там 70 километров. Там где-то в конце, через 10 километров живет 2 человека. И они живут вот в этой дикой среде, они... Там-то я сам видел медведей, там они есть. И как-то люди живут, им не особо там нужно что-то там, да, или электричество там есть вроде. Может и нет, я не знаю, там, может даже электричества нет. Я туда пару раз заезжал просто, и там стоят дома, там люди чем-то занимаются, они как-то живут в этом всем. Просто насколько все-таки сильная разница, да, тут между городом там, да. Я здесь встречал москвичей, да, с Москвы, то есть кто приезжает, они тут снимают дом какой-то где-то. Идея о том, что можно съездить на море, это всем понятно, да. Идея на том, что можно уехать куда-то, где ничего нету, и только вот деревья, природа и ветер, да. Это почему-то им интересно. Все, что здесь осталось, в принципе. Раньше мы каждый день здесь, конечно, тусовались до утра, тут клуб открывали, еще что-то. Сейчас этого ничего не осталось. Я езжу сюда просто помогать родне. Хотя бы раз в год, но я приезжаю. И мало кто это поймет. И, знаете, обычно блоги о всяких там красивых местах, там как чуваки со скал прыгают или еще что-то. А я хотел поснимать вот именно про вот это место, где просто тихо. And you don't have to make a sound. We can just sit, lie around. Don't you feel dumb? It's okay. Вот этот охрененный раритет, я еще черные номера вот эти вот советские, даже я не знаю, какого они года, это очень давно было, и я помню, что на нем я еще на нем даже прокатился. Сверху спидометр, прям на лампе. Блин, так он на ходу. У него разобран карбюратор, мне сказали. Он весь в масле. У него даже сиденье подшито, но он на ходу. Вот это техника. Цепляли прицеп, носились. Я в этот гараж еще, помню, туда заезжал. Без света, после танцев ночью, залетал без света прям сюда. Я даже не представляю, как сюда вписывался. А сейчас я эти даже рта не открою. Здесь раньше в это время носилась просто куча народа, начиная от мотоциклов, кончая лошадьми. И главное, например, местные ребята, которые здесь тусовались, они всегда знали, они могли понять по звуку двигателя, кто едет, на каком мотоцикле, кто куда. А вон там жил у меня, друг. Он сейчас приезжает, может быть, когда-то, я его давно не видел. И мы, когда были малые, у нас был маленький мопед, мы вдвоем катались, а ноги у нас волоклись прям по земле. И вот с этой горки мы на этом мопеде разгонялись, и всегда была здесь лужа. И вот один раз я капитально довернулся с ним, рассек себе ногу, мне ее зашивали. Да, и вон там была лужа, и я рассек ногу, и мне ее потом зашивали. Местная бабушка, которая здесь когда-то работала медиком, мы ее нашли. И
Меня отвезли в какую-то амбулаторию старую, закрытую. Вот сейчас я покажу, но тут в кустах. И там мне зашивали ногу. И, ну, на живую, тупой иглой. И я тогда был малой, но мне было почему-то не страшно, было смешно. Я орал, но я понимал, что это все просто забавно. Это деревня, и тут все всякое бывает. И... Вот, да, вот тут в кустах стоит амбулатория. Ну, то есть, как бы, вон она. И ее даже когда-то, говорят, открывает женщина там какая-то раз там несколько месяцев там что-то проверяют, хотя здесь проверять-то нечего. Не знаю, там только если фильм ужасов снимать. Когда меня сюда когда-то привезли в детстве, я боялся вообще из дома выйти. И я не понимал, что такое деревня, зачем это надо. Ну, потом, когда ты живешь в городе, начинаешь работать, учиться, там, начинаешь ценить вот этот вот весь такой разгруз, возможность просто посидеть в тишине и подышать воздухом. Вот. Дядька мне как-то вытащил, ну, ходить, в смысле, на улицу здесь, вот, знакомиться с ребятами, дядька мне как-то вытащил в клуб. И вон клуб. Это и клуб, и магазин. И потом я познакомился со всеми ребятами, и в итоге даже клуб как-то, я помню, открывал. Там девчонка открывала одна клуб, и я. Мы туда таскали колонки, ну, прям в прицеп ложили колонки, ехали за всеми, там девчонки, мальчишки, всех собирали и ехали в этот клуб. А сейчас он стоит уже под углом. Ну, тут просто каждый день просто такой гудеж был. Да, это стоило еще, по-моему, ну что-то там порядка там нескольких рублей это стоило. А сейчас тут даже дырка просто в полу. Поломанная решетка, там был магазин, а там был вход в клуб. Наверное, уже ничего не осталось. Выбелили стену, здесь все расписывались. Сзади за этим клубом ребята, короче, загоняли мотоциклы, сидели там, пили, курили. Вон там вот вход, где амбулатория, вон она. Здесь постоянно все бухали. О, кстати, бутылки пьянищие лежат, это портвейн. Там вот постоянно был движняк. Там все сидели, собирались возле того вот входа. И просто, ну, чернь всякая здесь творилась. А в клубе стоял кассетник. Всякие жеванные кассеты, короче. Там и Губин, и Руки вверх. Руки вверх, конечно, пользовались популярностью. Это вообще было топ-1. Вот. Я сюда потом притаранил нормальный плеер. Воткнули через другой усилок, раскачали здоровые колонки. Мы их даже выносили вот сюда. Народ где-то здесь вообще танцевал. Костры жгли прямо здесь. На крыше залазили. Сейчас на крыше вон вообще деревья растут. Давай, рассказывай о твоей молодости. Да. А развлекались как? Развлекались? Ну, Были нам развлечения. Клуб был. кино? Два клуба. И Зуй возил кино. Ну вот, нам как школьникам не разрешали. Это сейчас все позволено. Вам не разрешали смотреть кино? В клуб ходить. На танцы. А кино днем нам во сколько-то разрешали. Но днем учителя выгоняли нас. И народ вот вечером коров загоняли, и народ по улицам уже ходил сразу, да? Куча народа вот ходила прямо, там девочки, Все мальчики. заняты были. Гулять ходили в клуб, просто так по улице. Как-то. И до утра, до самого каждый день тусовались? Не, это уже потом. Смотря кто, какие у кого интересы, кто как ходил. С парнем, что ли. И молодежи много было. Танцы. А танцевали? Был под гармошку? Лампа стояла, электричества не было, да? Не, было. Когда уже я была студенткой, приезжала сюда, освещение уже было электричество. Как-то тускло там было, но раздвигали эти... Он маленький был. Стулья, ряды эти, и освобождали под плясы. А танцы какие были? Коробочка, подиспань, гопак, вальс. Что там еще было, может, забыла, что? Полька. Вот такие танцы были. Мы же таких не знали, как теперь. И идут парами под Испанию. Смотри, как быстро время летит. Вот ты сегодня себя отвез там, где была твоя школа. Да. И что от твоей школы осталось? Я не знал, что там даже что-то было. Там просто теперь тропинка и лес.
Ну да, это так доросло все. А была вот школа, вот как она стояла, вот так стояла. Вот сюда заезжаешь, ворота были, все, вот сюда так вот через тут мост был, через речку. Обалдеть. Вот это машина молодости. Чего же я только не видал. Это вам не на паркетниках с автоматом ездить. Я на этом прицепе возил колонки на танцы. Мы здесь ехали, по-моему, у нас было 9 человек, собака, и мы везли еще угли для того, чтобы костер разжечь. Ну, то есть, которые тлели угли. Я перешел пешком западную Двину. Охренеть. Take it all, everything go at once. Breathe it in and shake it off, shake it off. Taking off the weights from your shoulders to nothing at all.